Более подробной информации перед вами карта город Одесса, социальное жилье, декомпозированные данные, то есть более, так сказать, подробные. Бросается в глаза, что наибольше всего подорожала недвижимость у нас в Переславском районе. Ну, это самый такой недорогой бюджетный район, спальный массив, тут промзона идет, вот эта промзона, все. То есть он традиционно всегда как бы показывает как снижение стоимости на первом месте, так и когда рост идет, потому что самое недорогое жилье, бюджетно назовем. И меньше всего подорожала недвижимость в виде в Приморском районе, плюс 0,23%. В целом по этому классу жилья мы видим рост плюс 0,27% за месяц. В целом по городу Одесса. Следующий слайд, друзья, он появился благодаря вам, мои, так сказать, подписчики, и кто меня смотрит. Меня просили, Андрей, покажите, пожалуйста, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. То есть 4 года. Ну, в феврале, друзья, вот сейчас февраль, война началась 24 февраля 2022 года. И вот давайте мы проследим, что произошло с недвижимостью за 4 практически года. Я на примере социальное жилье показываю. Итак, март месяц, это первый квартал 2022 года, война началась в феврале, помните, да? $804 за квадратный метр. Первый год показал снижение, там тоже 8-9%, первый год войны. Второй год, друзья, войны, ну вот тут мы даже видели незначительный рост или плата с небольшим ростом. В каких-то там кварталах, это поквартальное исследование. То есть с какого-то перепуга я говорил, мне звонили люди, с которыми мои контрагенты, я обслуживаю крупные финансовые учреждения. Андрей, что происходит с недвижимостью? Второй год войны, экономика в руинах, а недвижимость стала показывать какой-то это самый, ну, где-то даже рост, причем по всем сегментам. Ну, это было связано, скорее всего, с тем, как я всего лишь предполагаю, друзья, что второй год, это мы помним, контрнаступление, освобождение, так сказать, Харьковской области, Сумской, Черниговской, да, и нам говорили, что война закончится быстро, к концу года на набережной город Ялта будем пить кофе. Ну, вы помните все. Я так предполагаю, что люди, которые планировали продавать, они решили подождать просто или заранее, с учетом того, что война закончится, решили повысить немного стоимость продаваемой недвижимости. Это всего лишь мое, друзья, предположение. Но это остается фактом. И он зафиксирован. Ну, мною он зафиксирован. Третий год войны был самым таким тяжелым для рынка недвижимости Украины. Одесса не исключение. Здесь где-то порядка 12% подешевела недвижимость. Видим, да, вот здесь реперные точки. Это декабрь 2024 года. И, друзья, о чудо, с буквально первого квартала, а точнее даже с января, рост стоимости в городе Одесса стал необоснованно, медленно, но уверенно ползти вверх. То есть вот эта кривая, аппроксимирующая кривая, то есть я ее сглаживаю с помощью в общем, определенных, так сказать, инструментов, да, и что мы видим, что продолжает расти стоимость, это $735 за квадратный метр. Ну, если разобраться, что с начала войны, вот здесь внизу экселевские данные, табличка такая, видим, что март месяц 2022 год $804 за квадратный метр и январь 2026 год $735 за квадратный метр. В целом, друзья, за 4 года войны недвижимость все-таки подешевела на 8 целых, ну, почти 60%. Вот так, друзья, ведет себя рынок недвижимости. И я всегда удивляюсь, когда люди, причем, вы знаете, вот продавцы, ну, они же риэлторы. В принципе, как бы это хорошая, ну не в принципе, это хорошая профессия, хорошая специальность. Я сам как она называется, долгое время агентство недвижимости у меня были, одно из крупных по Украине, в 10 городах были офисы. Но вот везде, как оно, продавцы ведут себя по-разному. Вот у них или все пропало, или все растет. То есть, когда вам говорят, что рынок недвижимости обрушился, а это говорили вот в первый год войны, на 60%, и продавайте, лишь бы продать, это риэлторы говорили, друзья.
то это неправда абсолютно. Рынок недвижимости не может обрушиться на 60% в течение даже одного года. Единственным исключением в моей памяти было два крупных финансовых кризиса, когда рынок недвижимости действительно страдал, как экономика. И вот, ну, помним, это был 2008 год, когда Второй мировой, ну это за свою жизнь, мне 60 лет, просто я успел уже увидеть, сознательно будучи взрослым человеком, два финансовых мировых кризиса. Так вот, второй финансовый мировой кризис начался с кризиса ипотечного в Соединенных Штатах Америки. И вот в 2008 году, да, действительно, рынок недвижимости в первый год, где-то за год, он дешевел в стоимости, так сказать, квадратного метра где-то процентов, наверное, на 50. Это было, да. Поэтому, ну, друзья, те, кто еще раз вам говорят, что рынок недвижимости или обрушился на 60%, или вырос, это, ну, не соответствует действительности. Кстати, сейчас я живу на Кипре, и вот продавцы недвижимости здесь ведут себя один в один, как украинский риэлтор. Вот, ну, просто калька. Поэтому продавец должен продавать. А уже все остальное, так сказать, анализ рынка, это не его епархия, у него нет компетенций, поэтому слушайте лучше людей, которые аргументируют, так сказать, поведение рынка недвижимости и показывают это все с цифрами. Итак, я надеюсь, ответил на вопрос, что все-таки рынок недвижимости, стоимость снизилась на 8,60% за 4 года войны. Следующий слайд, здесь мы уже говорим об аренде, это долгосрочная аренда, сравниваем третий квартал с четвертым кварталом, видим рост на 1,25%. Рынок аренды, друзья, это социальное жилье, продолжает расти. Следующий слайд, эконом-комфорт бизнес-класс, это вторичный рынок. Рост плюс 0,21%, и по городу в среднем это $962 за квадратный метр. Можете посмотреть, как сильно отличается стоимость квадратного метра по административным районам. Ну и в данном случае рост в процентном соотношении за месяц. Переходим к первичному рынку. Вот здесь первичный рынок меня удивил, честно скажу. Я не думал, что в январе я увижу, как даже колебательные вот эти процессы в сторону снижения. Но это все что настроение людей. То есть, если недвижимость не сдана в эксплуатацию, да еще и бомбят, и света нет, то ну какая нафиг, какие инвестиции, извините, да? Тут не до жиру, быть бы живу. И видим, что снижение за месяц минус 0,31%. Напомню вам, это первичный рынок эконом-класс. Дальше, комфорт, бизнес-класс, первичный рынок подешевел на 0,20%. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах, вот здесь, да, где отличается достаточно сильно. И снижение в данном случае в процентном соотношении за месяц. Следующий, друзья, слайд. Здесь первичный рынок квартиры элитного класса. Обратите внимание, что только в двух административных районах, это Киевский, центральная часть, ну, Приморский, он вообще центральный район, стоимость квадратного метра также сильно отличается. Строится недвижимость данного класса. Мы говорим о элитном классе. В среднем по городу это $1438 за квадратный метр. Ну и снижение на 0,14% в месяц. Переходим, друзья, к